Привет! Я как-то задумывалась над тем, что было бы интересно затронуть тему 3D-ручки, потому что в пиках популярности на YouTube либо очень много кто делал что-то элементарное, будем откровенны, либо находились такие умельцы, которые делали из них запредельно сложно крутые вещи, которые, неповторимы обычному человеку. И вот когда интерес зрителя к этому инструменту угас, и про них все, грубо говоря, забыли, я решила, что настал мой черед открыть вам этот инструмент с новой стороны. Как бы громко это ни звучало. Но я постараюсь. При этом я никогда не задумывалась о покупке этого инструмента. Я думала о том, что было бы классно его попробовать, но и как бы на этом все. А тут мне неожиданно подарили его на день рождения. И я подумала, вау. Это, знаете, как в компьютерной игре, когда у вас есть человечек, вокруг него открытые территории, а вокруг все черное. И когда вы делаете шаг в сторону, у вас открывается новая территория, как пазл. И вот этот подарок, это был такой шажочек в сторону темноты, когда передо мной открылись новые горизонты в творчестве. Я купила разный пластик. Цветной обычный, прозрачный и в том числе светящийся в темноте. Должна сказать, что работать с ручкой не так-то просто, как кажется. Даже просто линии рисовать надо приноровиться. И чтобы не тратить светящийся пластик, который я хотела использовать, я взяла потренироваться желтый цвет, которого у меня было много. Я давно смотрела на вот такие кристаллы из бумаги, и мне хотелось с ними что-нибудь сделать, и я подумала, что это классный вариант будет попробовать сочетать такие формы и этот инструмент. Я стала искать формы поинтереснее и наткнулась вот на такой кристалл, и подумала, это же то, что нужно. А потом я посмотрела на автора этой развертки, и им оказался Алексей, администратор паблика «Отборная макулатура», про который я вам рассказывала. И это такое классное чувство находить на просторах всея интернета работы тех людей, которых ты знаешь. Кстати, у меня очень давно лежит вот такой набор для сборки лесы, как раз таки от Алексея, и я вам про него все никак не расскажу. И здесь очень удобно то, что в наборе как раз таки есть все готовое разных цветов, разной плотности есть картон для разных деталей, и нужно только сложить и склеить, и это очень круто. И этот набор можно купить как для себя, так и в подарок. Я все никак не сниму про него видео. Я хотела сочетать сборку с каким-нибудь ярко-оранжевым макияжем, но ладно. Сейчас мы говорим про кристалл. Я отвлеклась. Ссылку на бесплатную развертку кристалла я оставлю в описании, поэтому каждый из вас может повторить его бумажную версию, раскрасить там как-нибудь по-своему, задекорировать. Вообще, кристалл я хотела делать из смолы и потом склеивать его грани пластиком, но я заметила, что он ни к чему не липнет и, значит, не прилипнет и к смоле. Но если пластик не прилипнет к смоле, это еще не факт, что смола не прилипнет к пластику, подумала я. И я распечатала все на плотной бумаге и стала обрисовывать каждую детальку. Правда, это было не так уж просто поначалу. Плюс мне надо было не просто по контуру все обрисовать, а именно контур каждой грани. Сложнее всего было с мелкими детальками. А вот ушки, кстати, за которые детали приклеиваются друг к другу, мне были не нужны. Чтобы ничего не напутать, я складывала контуры каждой детали между листами в альбоме. И, как вы уже заметили, они все были с пластиковыми волосиками, а мне это мешало, поэтому я все лишнее обрезала. Я приклеила все это на малярный скотч, чтобы залить смолой. Сначала я думала использовать УФ-смолу, потому что я переживала, что эпоксидка может начать вытекать из-под моих рамок. Я сначала сделала просто прозрачный тонкий слой, но из-за того, что смола нагревается при высыхании, пластик от ее тепла стал тоже чуть-чуть плавиться и деформироваться. Так что от этого варианта пришлось отказаться. Плюс деталей у меня все-таки много, я уже видела предстоящий объем работ. И сушить это все либо фонариком, либо каждые 5 минут менять детали в лампе,
Намного проще все один раз залить эпоксидкой, и пусть оно само сохнет. Но надо было решить проблему вытекания смолы. Я приклеила все свои контуры на малярный скотч, стала на них смотреть и думать. Вспоминая, как промазывают стыки во всяких формах перед заливкой смолы клеем из пистолета или герметиком, тут я решила также промазать края контуров и как бы приклеить их дополнительно к скотчу тем же пластиком из ручки. Мне казалось, что так будет надежнее. Для этого кристалла я взяла смолу Epoxy Crystal Plus. Смешиваю по инструкции, и дальше надо дождаться выхода пузырьков. Разливаю смолу для окрашивания и обязательно оставляю прозрачную смолу, потому что я не хочу полностью цветные кристаллы. Я делала тонкий прозрачный слой смолы, а на него уже капала цветную и немного перемешивала ее. Потом я забила на этот первый прозрачный слой и стала просто наливать разные цвета смолы, добавляя при этом немного прозрачной. А для еще большей волшебности и создания эффекта минерала я добавляла немного белых разводов. Дальше по той же схеме я приступила к другим деталям. Я приклеивала малярный скотч к бумажке, но смысла в этом было немного, потому что сама бумажка начинала немного идти волнами, и вместе с ней мой скотч. Эту ситуацию надо было исправлять, поэтому я стала приклеивать детали на столик для ноута. Если бы смола протекла, мне было бы его не жалко. Его поверхность можно было бы как-нибудь задекорировать. Как видите, одна деталь была шире малярной ленты, поэтому я склеила две, и, кажется, смола протекла там немного. Сейчас посмотрим, что там. А еще там был треугольник, на который приземлился комар. И меня это вообще не обрадовало. И я не фанат насекомых в смоле. Отклеиваются эти пластиночки без особых усилий. Но тут главное было их не сломать, потому что они очень тоненькие и могут легко переломиться. И да, из-за малярного скотча они матовые сзади, но это исправит тонкий слой прозрачной смолы. Так, теперь самый сложный на данный момент кусочек, прилипший к доске. Однако он хорошо отклеился, а я больше переживала за то, что он переломится, когда я буду его отдирать. А на доске, на удивление, не осталось никаких следов. Вся смола была на скотче. Ну и здесь были чьи-то ноги. Были еще кусочки, которые вызывали у меня вопросы. Тут вот была капелька, которая попала мимо. И она спокойно отклеилась от пластинок. От этого у меня появились некоторые сомнения. Как это так? Она так легко отклеилась от пластика, а все мои детальки держатся. Но потом я поняла. Я вам попробую сейчас тут нарисовать. Смотрите, у меня есть малярный скотч, на который я приклеиваю первичный контур, который я обводила на бумаге. А потом я заливаю его по краям еще пластиком из 3D-ручки. Потом я заливаю туда смолу, и смола протекает под первый контур. И плюс я еще создаю стеклышко, объем сверху. И таким образом смола заливается еще вокруг этого первого контура, но не выходит за пределы второго дополнительного контура. Таким образом, она, получается, заключена таким вот образом в нем и держится. Это надо взять на заметку. Я стала раскладывать детали по схеме, чтобы посмотреть, чего не хватает и все ли детали правильные. И вообще мне было просто прикольно собирать такой пазл. И знаете, хорошо, что я стала это делать, потому что одну деталь я залила не с той стороны. Я приклеила ее на скотч не той стороной. Так что я залила еще одну партию недостающих деталей. Теперь надо проработать другую сторону этих пластинок. Видите, сейчас она матовая и грань непрозрачная.
Потом я залила одну часть деталей прозрачной смолой сзади, и они стали выглядеть совершенно по-другому. Я просто наносила немного смолы на изнанку и размазывала ее максимально тонким слоем. Когда точно все детали были сделаны, можно было начать собирать кристаллы с бумаги. Прежде чем вырезать детали, я прошлась по их ребрам острием циркуля. Оно у такого пластикового тупее, чем у обычных циркулей, поэтому не резало мне бумагу. А когда я делала это обычным циркулем, я помню, я пробовала, у меня это не очень получилось. Но ему на замену можно взять непишущую ручку. А дальше можно вырезать. И сгибать. И склеивать. И я решила не собирать воедино сразу всю композицию. И какое же это было правильное решение. Я собирала кристаллы из смолы по отдельности. Саму смолу пластиком не склеить, но вот если склеивать пластик с пластиком, все получится. Вставляю пластик в ручку и поехали. Самым сложным было удерживать детали во время склеивания, и тут я изрядно помучилась. Пробовала временно крепить их скотчем, но, забегая вперед, после обходилась и без этого. Собрала первый конус и запредельно радовалась. Правда, сверху была нехилая такая дырень, и я просто залила ее пластиком. Было довольно сложно крепить боковые детали, потому что все-таки этот эпоксидный кристалл получался больше бумажного, и порой стыки были довольно широкими. Я уже поняла, что ровно и гладко склеить пластиком это все у меня не получится, поэтому наоборот стала делать более объемные ребра. Словно это какие-то соли просачиваются сквозь кристаллы и застывают таким образом. Собирать это все было большим удовольствием и восторгом для меня, если честно, потому что это так отличалось от всего того, что я делала. Потом надо было собирать кристаллы уже целиком, и тут я запереживала. Я прекрасно понимала, что мои кристаллы больше тех, которые из бумаги. И меня волновал вопрос того, как они все склеятся. Ведь в паперкрафте обычно все идеально подходит друг к другу. По цифрам на бумажных моделях я смотрела, что к чему должно крепиться, и склеивала детали пластиком. Щели между кристаллами порой были очень большие, но я просто заливала это все пластиком. К моему удивлению, более-менее получилось все собрать. Это было непросто, но я была полна энтузиазма, потому что близилась к финалу, и на моих глазах рос кристалл, именно такой, каким я его задумала. Дальше я взялась за подставку, которая тоже была в развертке. Отдельно я обвела самую нижнюю деталь, а вот с верхней частью подставки пришлось подумать.
мой кристалл был больше нужного контура, поэтому я обвела его карандашом и уже по его контуру стала делать подставку из пластика. Вот такая она получилась, и затем я приклеила ее к кристаллу. К бумажной заготовке я добавила бортик и затем обвела его ручкой. И результат получился очень устойчивым. Потом мне наконец пришла гирлянда с Алиэкспресса. Именно из-за нее это видео выходит сейчас, а не в июле. Суть в том, что LED-ленту с USB-проводом у нас почти не найти, а я хотела именно такую. Поэтому я заказала ее из Китая. Первым делом надо проверить, горит ли она, а уже потом можно работать. Да, все работает, так что можно резать и паять. По контуру я стала смотреть, куда лучше вывести провод. И исходя из этого я продумала, как разместить ленту. Я фиксировала ее клеем-пистолетом, это обычный клей, просто красный. И если вы смотрели мое видео про сургуч, то точно не должны были удивиться этому. Когда я резала гирлянду, важно было сделать, чтобы она шла змейкой. И чтобы не запутаться, я помечала те места, где буду паять, фломастером. Для пайки мне мой молодой человек дал вот такие маленькие провода. Красный будет для плюса, а синий для минуса. Все по классике цветов, чтобы мне не запутаться. Нужно было оголить провода по краям и согнуть и обрезать их по размеру, чтобы плюс был с плюсом, а минус с минусом. Я законифолила конца проводов и стала паять. Я это делала второй раз в жизни, и на этот раз мне уже никто не помогал за кадром, так что не обессудьте. Паять у меня получалось не всегда очень хорошо, но иногда эти шарики на ленте получались прям вау. После каждого припаянного отрезка я проверяла, все ли горит, чтобы, если что, сразу выявить проблему. Я не смогла дождаться следующего дня, чтобы продолжить съемки, поэтому стала вечером паять. Этот процесс был не менее увлекательным, чем сборка самого кристалла. И вот, все готово, все работает. Значит, можно отклеивать ленту, чтобы крепить ее к кристаллу. Я стала делать это с помощью той же 3D-ручки, в тех местах, где были провода. Таким образом, я наверняка изолировала провода друг от друга и частично все прикрепила на дно. Все идет по плану. Поэтому паяльником я расплавила подставку в месте выхода провода. Вот только мне не очень нравилось, что он черный, поэтому я заклеила малярным скотчем основу с лампочками, это надо было сделать без единой щели, и покрасила провод в серебряный цвет с помощью баллончика. Так же лучше выглядит, правда? Аккуратно отклеила защиту, и вот теперь точно смотрелось круто. С помощью пластика я укрепила основу и дополнительно приклеила ленты к подставке. Но дно я прикрепила не по всему периметру, а лишь в 4 местах. Ну, мало ли что, вдруг придется открывать эту часть. И вуаля! Кто внимательно слушал, помнит, что я использовала светящийся в темноте пластик. Правда, камере тяжело его передать, она либо не видит его, либо высвечивает все. Но суть, мне кажется, вам видна. Да, он красненький. Так что все ребра этого кристалла светятся в темноте. Я попыталась зарядить его UF-лампой, но, как выяснилось, этот светящийся пластик заряжается именно от света, а не от UF-лучей.
И, кстати, я вам однажды уже говорила, что если много работаете с УФ-фонарем или лампой, лучше делать это в солнечных очках с защитой от УФ-лучей. Просто посмотрите, как они работают, и берегите свои глаза. Надеюсь, это видео было для вас интересным и полезным. Большое спасибо моим спонсорам за поддержку. Я вас... Тут надо быть осторожным со свечками. Вот так вот люблю. Пока.